Во время сильной зимней бури в глубине сибирской тайги пожилой охотник по имени Виктор наткнулся на страшную картину. На заснеженной поляне лежала мертвая волчица, убитая браконьерами ради шкуры. Рядом с ней, почти полностью занесенный снегом, дрожал крошечный волчонок, едва живой от холода. Виктор прожил в этих местах почти всю жизнь и хорошо знал суровые законы леса. Обычно слабые здесь не выживали. Но, увидев беспомощное существо, он не смог пройти мимо. Несмотря на опасность и надвигающуюся метель, старик спрятал волчонка под куртку, согревая его своим теплом. Вскоре началась настоящая пурга. Видимость исчезла, ветер сбивал с ног, а дорога к дому стала смертельно опасной. Понимая, что идти дальше нельзя, Виктор решил переждать бурю. Под корнями старого кедра он выкопал в снегу укрытие, превратив его в небольшую пещеру, способную удерживать тепло. В тесном убежище он свернулся калачиком, стараясь сохранить силы. Волчонок, прижатый к груди, постепенно перестал дрожать, но оставался очень слабым. Время потеряло смысл. Снаружи бушевал ледяной ад, а внутри шла тихая борьба за жизнь. Холод медленно проникал под одежду. Силы покидали Виктора. Мысли путались, сознание начинало угасать. Ему мерещился теплый дом, огонь в печи и уютный покой. Он почти поддался этому обманчивому ощущению, которое часто приходит перед смертью от переохлаждения. В этот момент волчонок зашевелился. Отогревшись, он начал ползти вверх и коснулся шеи старика своим шершавым языком. Это неожиданное движение вернуло Виктора к реальности. Он резко очнулся, осознав, что едва не сдался. Маленькое существо нуждалось в нем. Его слабое дыхание и настойчивое желание жить придали охотнику новые силы. Виктор крепче прижал волчонка к себе и решил бороться до конца. Он мысленно дал ему имя – Зар, как символ силы и надежды. Несколько дней человек и зверь провели в снежной пещере, согревая друг друга дыханием и теплом тел. Между ними возникла тихая, невидимая связь, союз двух одиноких существ, оказавшихся на грани гибели. Когда буря наконец стихла, тайга предстала в ослепительной белизне. Мир казался замерзшим и неподвижным. Собрав последние силы, Виктор выбрался из укрытия и направился к своей избушке, неся волчонка под одеждой. Путь был тяжелым. Каждое движение давалось с болью, но мысль о спасенной жизни не позволяла ему остановиться. Дом показался ему настоящим спасением. Виктор добрался до избушки, растопил печь и осторожно уложил волчонка в тепло. Он знал, что впереди долгий путь восстановления, но главное уже произошло – они выжили. Прошли годы. Волчонок вырос в сильного и умного волка, ставшего хозяином этих мест. А Виктор больше никогда не чувствовал себя одиноким. Он понял, что однажды, проявив милосердие вопреки законам тайги, изменил не только судьбу зверя, но и свою собственную. Иногда добро, сделанное в самый тяжелый момент, возвращается тогда, когда в нем нуждаются больше всего.